Всем привет! После недавнего видео на тему, что нельзя делать в Польше, вы написали столько комментариев, что я поняла, что нужна вторая часть этого видео. Комментарии под последним видео на эту тему были абсолютно разные. Были как положительные комментарии, так и не очень положительные. Я понимаю, что каждый имеет право высказать свое мнение. Это нормально, но каждый это делает по-своему. Кто-то это делает более культурно, в рамках своей воспитанности, а кто-то это делает так, как будто мы давно знакомы, и я сидела с вами вчера за одним столом. Многие соглашались с тем, что я говорила в видео. Многие не соглашались, просто высказывали свое мнение. А кто-то писал из разряда: ты с какой дыры приехала в Польшу, что не знаешь, что такие правила действуют везде? Или с какой планеты я вообще рухнула, что за бред я несу? Но я к таким комментариям уже привыкла, поэтому меня такие комментарии не обижают. Но решила я сделать вторую часть видео и высказать свое мнение по поводу прошлых комментариев. Прежде чем я начну, попрошу вас подписаться на мой YouTube-канал. Большинство из вас смотрит меня без подписки и смотрит не первый даже раз, просто, видно, забывает подписаться. Поэтому нажимайте кнопочку «Подписаться» и продолжайте смотреть мои видео. Так как я иду к следующей своей цели 20 тысяч подписчиков, мне будет очень приятно, если вы поддержите меня, поддержите мой канал, так как я стараюсь для вас снимать интересные видео и почаще. Смотрите, что прошлое видео, что видео сегодняшнее, где я расскажу про новые факты, правила, которые нельзя нарушать в Польше. Такие уже, можно сказать, менее очевидные для людей, так как большой шквал эмоций вызвало прошлое видео, что я назвала абсолютно очевидные факты. Я специально постаралась для вас, и в этом видео назову менее очевидные, возможно, для некоторых. Так вот, что по поводу комментариев. Смотрите, я высказывала мнение чисто свое. И понятное дело, что для многих факты будут абсолютно понятными. И эти правила, которые я называла, они будут работать не только в Польше, а и во многих других странах, как Европы, так и СНГ. Но многие люди просто эти правила не учитывают. Эти правила нарушаются, это факт. Там элементарно даже парковка. Понятное дело, что нужно парковаться правильно, да, в любой стране. Но в Польше тоже это правило нарушается. Просто поляки разные люди есть, да. Кто-то пожалуется, и вы получите нормальный такой штраф, а кто-то закроет на это глаза и как бы все прокатит. Понятное дело, что в центре больше шансов, если припарковаться неправильно, получить штраф. Но, например, парковка в каких-то двориках небольших, да, в каких-то переулках, там больше нарушений, но потому что туда полиция реже заезжает, если только соседи, да, пожалуются, и тогда приедет полиция. Но, опять же говорю, люди разные бывают, поэтому просто нужно эти моменты учитывать и понимать, что такое может быть. Также я называла, какие штрафы можно получить, если нарушить правила. Можно было просто назвать элементарные правила, да, выбрасывайте правильно мусор, паркуйтесь, там переходите дорогу на зеленый цвет светофора. Такие детские правила. Но я называла также штрафы. Не все знают, да, какие штрафы, например, вот в Польше. В каждой стране свои штрафы. Поэтому, мне кажется, это тоже очень интересно. И в этом видео я расскажу про некоторые правила, которые нельзя нарушать в Польше, про которые я сама не знала, пока лично с этим не столкнулась. Кстати, некоторые правила, которые я сегодня назову, я повзаимствовала, можно сказать, для своего сценария из комментариев прошлого видео. Многие поляки написали дополнительные правила, которые я в прошлом видео не указывала, не рассказывала. Поэтому включу их в это видео. Итак,
Первое правило – это вырубка деревьев. В Польше есть, я думаю, как и во многих странах, разделение на плодовые деревья. Это, например, яблоко, груша, слива, там, вишня. И неплодовые лиственные деревья. Так вот, плодовые деревья вырубать зачастую можно, а неплодовые лиственные нельзя. Итак, плодовые деревья вырубать можно, если это частная территория, например, ваш участок дома, и если это не охраняемая зона, то тогда уведомлять, например, ужент, брать разрешение не нужно, просто берете, вырубаете. По поводу лиственных деревьев есть определенный нюанс. Даже если это ваша частная территория, ваш участок, то вырубить вы это деревья без уведомления ужинда и разрешения не можете. Можете только при условии, если окружность ствола не превышает 50 сантиметров у лиственных деревьев и 80 сантиметров у хвойных деревьев на высоте 130 сантиметров от уровня земли. Если вы вырубите дерево, превышающее вот эти вот размеры, то тогда вы получите штраф до 20 тысяч злотых, может быть и выше, например, если это более крупное дерево. Если размеры дерева на вашем участке превышают эти цифры, то тогда нужно уведомить ужент или взять у него разрешение. Я, если честно, сама не знала про эти правила, пока лично не столкнулась, потому что мы забронировали на покупку свое жилье в Польше, и на нашем огородке растет береза. Там на многих огородках, в принципе, растут березы. И вырубить мы эту березу так просто не можем. Нам нужно брать разрешение в ужинде, потому что береза достаточно крупная. Второе, что нельзя делать в Польше, это красить окна снаружи. Или, например, достраивать навес, тоже снаружи. Нельзя без разрешения красить окна снаружи, менять цвет рам или делать их не как у всех. Особенно если твой дом это, например, близняк или шароговец, так как портится общий внешний вид дома. Если у тебя отдельно стоящий свой частный дом с территорией, то тут, скорее всего, можно. Есть прям такие отдельные случаи, когда нельзя. Например, если именно гмина, в которой вы живете, не разрешает красить окна. То есть в том месте, где вы живете, нужно уточнять у гмины. Есть гмины, которые даже не разрешают красить окна, если это частный отдельно стоящий дом. Также нельзя достраивать навес, например, на задней части двора или менять вход дома под свой вкус. Например, фасад дома тоже переделывать. Если это близняк или шароговец, нельзя. Даже если сосед не против, вы у всех соседей спросили и так далее, нужно обращаться в ужинт и брать разрешение. В отдельных случаях нужно также брать разрешение у застройщика, который строил ваш дом. Если вы без разрешения, например, построили навес и потом об этом узнают, то помимо штрафов могут попросить, сказать, чтобы вы вернули все в исходное состояние, как было. Естественно, за свой счет. Например, шароговец, который мы забронировали для покупки, там на заднем дворе нет навеса. Я бы хотела тоже у нас сделать навес, поэтому нужно будет нам тоже брать разрешение для такой достройки. Следующее правило, что нельзя делать в Польше, касается, в принципе, родственных отношений в семье и детей. В Польше не принято приходить без предупреждения в гости даже к родственникам. Все нужно договариваться заранее, звонить, предупреждать. Также в Польше не принято, как например, часто в наших странах СНГ, оставлять детей бабушкам, дедушкам. Просто заехали, оставили и поехали по своим делам. Здесь у вас, если есть свои дети, это ваши дети, и бабушки, дедушки, это не бесплатные няни, поэтому тоже нужно с бабушками, дедушками договариваться, подстраиваться.
так просто из разряда мы проезжали мимо и решили заехать, оставить внуков, не подойдет. Также в Польше не принято вмешиваться в воспитание детей, даже если это близкие родственники или даже бабушки, дедушки. Вмешивание в воспитание детей, непрошенные советы здесь воспринимаются как вторжение, скорее всего, чем просто совет. Поэтому, если совет просят, можете дать. Если не просят, то лучше промолчать. Также после брака в Польше принято съезжать от родителей. Да? В наших странах СНГ, если молодая семья вот только вступила в брак, даже если у них уже появились дети, они могут жить со своими родителями. Если, например, нет финансовой возможности снять свое отдельное жилье. Здесь, в Польше, не принято. То есть здесь могут жить с родителями даже до 29-27 лет, но как только появляется своя семья и уж тем более дети, здесь принято съезжать даже и хотя бы просто однокомнатную небольшую двухкомнатную квартиру снять, но жить отдельно от родителей. Следующее, что нельзя делать в Польше, это гриль, где попало. Даже у себя дома во дворе или на балконе, или просто в лесу, например. Да? Вы не можете сделать гриль, где вам вздумается. Штраф за это может быть до 500 злотых. Нужно делать это только в определенно отведенных местах. Запах шашлыка может быть поводом не для улыбки соседей, а для звонка администрации. Да, здесь соседи могут запросто позвонить и пожаловаться. Следующее, что не принято делать в Польше, это торопить людей. То есть, чем больше ты торопишь человека, тем медленнее идет процесс. Это касается, например, касс в магазине или, например, если ты находишься у врача. Например, в странах СНГ, вот в Беларуси я жила, там частенько на кассе могут поторопить. Я сама лично работала кассиром целый год в Беларуси, и это было не очень, конечно, приятно, когда тебя торопят, особенно если это праздничные дни, Новый год и большие очереди на кассе. Здесь же все спокойно стоят в Польше в очереди, никто не торопит, не подгоняет кассира. Все спокойно стоят, ждут, никто не нервничает. И это здесь норма, то есть это про спокойствие, про порядок. И мне здесь это очень нравится. Я прямо сразу, когда приехала в Польшу жить, заметила вот эту вот разницу. То есть здесь, я думаю, кассиры, которые работают в Польше, у них -1 стресс по сравнению с кассирами, которые работают в Беларуси. Потому что это реально очень такой, знаете, большой стресс, когда на тебя давит человек, которого ты обслуживаешь, торопит. Это не очень приятно. И в такие моменты где-то руки начинают дрожать, и реально процесс замедляется. У тебя что-то падает постоянно из рук. Поэтому не торопите кассиров на кассе. Следующее, что хотелось упомянуть, что в Польше нельзя ждать бурных эмоций. Например, в Испании, в Италии, люди более такие эмоциональные, они даже просто разговаривают эмоционально. Здесь в Польше люди более спокойные, поэтому если вы расскажете человеку какую-то свою историю и будете ожидать от него каких-то эмоций, сожаления, сочувствия, то вы этого не увидите. Это не про то, что поляки какие-то черствые, холодные люди, нет, просто что у них здесь эмоции более такие, более уравновешенные и более спокойные. То есть полякам не все равно, они просто не играют эмоции. Вот, например, в Америке тоже, люди улыбаются все время тебе, даже если видят тебя впервые, могут спросить, как дела, улыбнуться. Это не значит, что им реально интересно, как у тебя дела. Просто там вот такой менталитет, такие вот люди. Как культура, как вежливость. Здесь, в Польше, не будут играть эмоции.
улыбаться, спрашивать, как дела, там, сочувствовать, сопереживать, будут вести себя так, как вот есть на самом деле. То есть живые, настоящие эмоции без переигрывания. Следующее, что нельзя делать в Польше, это хвастаться и демонстрировать свой статус. В Польше, если человек очень богатый, этого можно даже визуально и не заметить, и не понять, да, там, что у человека, я не знаю, миллионы, может, за плечами или там дома хранятся. Здесь богатый человек может абсолютно по-простому быть одетым. Здесь не принято обсуждать, в принципе, финансы. Есть, конечно, исключения. Как бы я не говорю, что, в принципе, поляки не обсуждают свой финансовый какой-то вопрос, но просто не так он распространен, например, как там в других странах. Не принято хвастаться, да, то есть все так вот сдержанно, умеренно, у каждого там свой доход личный, и никто здесь не прыгает по головам, не хвастается, не трясет кошельками, пальцы веером не крутит, поэтому мне здесь это тоже в Польше очень нравится. То есть в Польше роскошь — это, так сказать, один из способов жизни, а не способ показать себя или что-то кому-то доказать, какой вы крутой или какой там у вас высокий статус. И последнее, чего нельзя ждать в Польше, так это то, что тебя будут развлекать в сервисе. Например, в США, даже если вы приходите в кафе, в ресторан, там улыбаются 24/7 просто люди. В Турции, например, тебя обхаживают в кафе, в ресторанах, просто со всех сторон, да, стараются тебе угодить. Тоже, конечно, улыбаются. В Польше же просто делают люди свою работу. Здесь намеренно бегать вокруг тебя никто не будет. И это не про грубость или какую-то неприязнь, это просто здесь считается нормой. Тут сервис — это просто функция, а не какое-то шоу. Если, например, вы приходите здесь в кафе или в ресторан и нет свободного столика, вам вежливо скажут, что сейчас мест нет, да, вы можете постоять прямо на улице в очереди и ждать, пока освободится место, и вас пригласят, например. Здесь, например, во Вроцлаве очень часто такое, особенно по вечерам, когда люди уже после работы идут отдыхать. Здесь во многие рестораны, кафе очередь прямо с улицы начинается. Особенно есть кафе-рестораны, где, чтобы туда попасть, нужно звонить заблаговременно и бронировать там столик места. Также, если сравнивать, например, вот мы были недавно в Турции с мужем, там же просто тебя со всех сторон облепливают. Никто не заставляет, никто не тянет тебя за руку, например, как в Египте, да, заходи ко мне там в кафе, в ресторан, но там настолько все вежливо, там настолько там тебя обслуживают, и обязательно после того, как ты там покушал, например, тебя спросят, все ли тебе понравилось, было ли тебе вкусно, обязательно задают вопросы. Во время приема пищи подходят и задают тоже вопрос, все ли устраивает, может, что-то нужно принести. Ну, это, конечно, прикольно. Это было необычно для нас, это было приятно. Здесь в Польше такого нет, но это не значит, что это прям какой-то минус. То есть это такой, знаете, то есть хотелось бы, конечно, здесь видеть такой баланс, да, например, что-то среднее между тем, что есть сейчас, и, например, вот как в Турции, вот что-то среднее, но я понимаю, что здесь такого не будет, поэтому, в принципе, то, что есть сейчас, тоже нас устраивает. Все, что я назвала сегодня в этом видео, это больше не про запреты, а про уважение к людям, к личным границам каким-то, к пространству. Поэтому пишите в комментариях, что вас удивило больше всего, что я назвала, с чем вы согласны, с чем вы категорически не согласны. Будет интересно почитать, но также не забывайте, пожалуйста, не переходить личные границы.
высказывать мнение, даже если вы не согласны с моим, можно, но, пожалуйста, давайте относиться друг к другу с уважением. А на этом у меня все. Я надеюсь, я получу больше положительных комментариев под этим видео. Так что ставьте лайк, пишите свое мнение, комментарии. Обязательно на все отвечу. И до новых встреч. Всем пока-пока.